Привет, я Даша Моделист, и сегодня я вам покажу, как я собрала и покрасила этот танк Т-62 в 35-м масштабе от Трумпетера. И причем это не простой Т-62, а модифицированный. Именно такая версия танка участвовала в боях в Афганистане в 80-е годы 20 века. А все необходимое для моделизма и модели фирмы Трумпетер, в частности, вы сможете найти в магазине «Модельная лавка». А по вот этому промокоду у вас будет скидка в 200 рублей на первый заказ. А для последующих заказов используйте промокод Даша и следите за предзаказами. Например, я в данный момент собираю Ил-2 от Звезды. Именно такая модель была доступна по предзаказу на модельной лавке с отличными дополнениями. Так что пошли смотреть, как у меня получилась эта замечательная модель афганского Т-62 из Кандагарского танкового батальона. В самом начале я собрала ходовую часть танка, и в этом видео я буду вести параллели с моделью танка Т-62 от Звезды, которая вышла в ноябре прошлого года. Кстати, видео о постройке прошлого Т-62 ищите в описании к этому видео. А сейчас я собираю модернизированный вариант советского танка Т-62 тоже в 35-м масштабе. Первое, что бросается в глаза, это наборные траки. С одной стороны, это хорошо, ведь можно воспроизвести необходимую степень провиса гусениц. Но для новичка такие траки будут очень даже сложноваты. А далее я собрала корпус. Тут мало деталей, так что сделала я это вполне быстро. Меня часто спрашивают, какие инструменты и краски я использую при работе над своими моделями. И теперь для создания подборок появился новый сервис Blend for Me. Переходите по ссылочке в описании на мою подборку инструментов и красок. И там найдется все, что нужно для создания модели Т-62 со ссылочками, где можно приобрести все необходимое. А также напишите в комментариях, насколько вам удобен такой формат списка инструментов. Вообще будет очень интересно узнать ваше мнение. После обезжиривания корпуса я начала грунтовать модель. Делаю я это черным грунтом Атамо, а танк я разместила на свою любимую магнитную держалку. И да, мне придется красить гусеницы в сборе, так как я не очень хочу мучиться суперклеем по окрашенной поверхности. Ведь обычно клей для моделизма окрашенную поверхность очень плохо склеивает, а еще клей может разъесть краску. В 1961 году советские конструкторы представили новую машину Т-62. Это был первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием У-5ТС. 115-мм пушка стала достойным ответом британской Л-7, которая устанавливалась на большинство машин стран-участниц НАТО. Потом я собрала башню и тоже примусь за ее грунтовку. В наборе был точеный ствол, и я его, конечно же, разместила на свое место. Точеный ствол делает вашу модель намного копийней, ведь когда ты собираешь ствол из двух половин, очень сложно добиться идеально ровного шва. Также на башне есть несколько деталей из фотоотравлений. Это такие тонкие детали типа пластинок, которые помогут вам сделать вашу модель еще более реалистичной. А вот тут я начинаю окрашивать модель танка Т-62 в базовый цвет. Афганские Т-62 красились в привычный для советской армии защитный цвет без камуфляжа. А в качестве базового цвета я воспользуюсь смесью защитной краски и охры от фирмы Pacific. Хотя если посмотреть на фотографии танков, да и на сами настоящие танки в музее, в каких оттенков зеленого они только не встречаются. Так что наврать с цветом тут очень сложно. Кстати, больше о танке Т-62 и о настоящих образцах бронетехники вы можете узнать на моем втором канале Даша Техник. На нем я показываю танки и техники вживую. У меня есть отдельное видео про танк Т-62, так что переходите на мой второй канал по ссылке в описании. К моменту ввода советских войск в Афганистан Т-62 успел повоевать, и не только под советским флагом. Впервые Т-62 использовался во время операции «Дунай». Тогда советские танкисты потеряли несколько машин, среди которых не было Т-62. Первая потеря пришлась на пограничный конфликт на полуострове Даманский. Один из трех применявшихся Т-62 был подбит из РПГ и затоплен из-за невозможности эвакуации. Позже машину достали китайцы и тщательно ее изучили. Первым крупным применением Т-62 стала арабо-израильская война 1973 года, где Т-62 были на вооружении Египта. Эти танки смогли проявить качества, заложенные в них конструкторами, но ряд ошибок командования и низкий уровень подготовки египетских танкистов не позволили этому изменить ход войны. С таким багажом Т-62 отправился в Афганистан в составе советского контингента. Изначально танкисты советской армии оснащались Т-55 и Т-64, но с начала 1980 года последние были заменены танками Т-62.
А после того, как основной цвет нанесен, я прям в аэрографе мешаю более светлую смесь, то есть в защитный цвет я добавляю больше охры и буквально капельку белой краски. И полученной смесью я окрашиваю выступающие части танка, например, характерные бровки на башне и большие площади на самой башне. В общем, чтобы добиться интересно выглядящей модели, вам надо прям на чуточку включить художника и поиграть с оттенками. А по традиции теперь настало время ручной работы, и мне надо окрасить гусеницы и бандажи катков, а для этих целей я использую краски от ICM. Это пока лучшие, по моему мнению, краски для работы кистью. Работа довольно муторная, но она того стоит. Первыми отправились в Афганистан танки 24-го, 285-го и 234-го танковых полков. Последний шел в Афганистан через Памир по узким и извилистым горным тропам и в большинстве своем покрытым снегом. За это командир 234-го танкового полка был награжден. В общем, уже на начало 1989 года в Афганистане находилось 39 танковых батальонов. Однако уже летом того же года стало ясно, что такая масса танков не обоснована, учитывая специфику войны. Ввиду того, что театр военных действий не располагал полноценному применению танков, у противника просто отсутствовала бронетехника, Т-62 применялся в нестандартных амплуа, и чаще всего они использовались в качестве неподвижных огневых точек на блокпостах или для прикрытия колонн на марше. При атаке на колонну танки пропускали автомобили, которые по возможности уходили из сектора обстрела и прикрывали их отход. Уже тогда проявилась их низкая эффективность. Зачастую атака велась с возвышения, что позволяло маджахедам обстреливать машины в уязвимые зоны в бортах и в крыше. В то же время танкисты не всегда могли ответить, так как угол возвышения оружия 16 градусов вверх не всегда был достаточным. Иногда выходом становился пулемет у командира, но отсутствие дистанционного управления подставляло под удар командира машины, который оставался беззащитным. А вот тут я рисую габаритные огни на танке, и я заметила, что даже именитые моделисты с большим опытом, которые работают над моделями советской бронетехники, упускают такие детали. И вот когда я была в музее бронетехники в Кубинке, я обратила на это внимание, что на всех танках габаритные огни есть, и теперь я тоже прорисовываю эти детали. За 10 лет войны было повреждено до 1600 танков, и большинство из которых в итоге восстанавливались. Вопрос о структуре потерь остается спорным. Одни исследователи указывают на то, что большинство танков были списаны по причине износа и ошибок эксплуатации. В то же время есть версия о том, что большинство танков было уничтожено вражеским огнем и подрывом на минах. Точные цифры разнятся не только у исследователей, но и у непосредственных участников событий. Так, по данным заместителя командующего 40-й армии, за 10 лет войны было списано 385 танков Т-62 всех модификаций. А теперь мне надо покрыть модель глянцевым лаком, чтобы защитить труды моей предыдущей работы. И теперь настало время смывки. По традиции на зеленой технике я использую коричневый цвет. И мне кажется, такое сочетание идеально для советской техники.
Теперь мне надо дать танку личность. Это не просто модель танка, эта работа будет изображать настоящий танк-ветеран боевых действий в Афганистане. Бортовой номер 315. После смывки и декалии я снова покрываю модель лаком, и на этот раз матовым, и мне потребуется несколько слоев для этого. Теперь довольно простой, но в то же время очень эффективный метод сухой кисти. Я беру масляную краску 3 цветов, болотную, белую, желтую, смешиваю их и вытираю кисточку почти насухо. И такой кистью смело прохожусь по всей модели. И после такого простого приема ваша модель будет выглядеть очень объемной, почти натуральной. Вот тут уже прием масляной точки. С его помощью я сделаю танк чуточку повоевавшим. Я сымитирую следы воздействия атмосферы. Растушевываю точки широкой кистью, смоченной в White Spirit.
А вот здесь я тоже методом сухая кисть делаю траки чуточку железными, и для этого я использую алюминиевую краску от фирмы Pacific. Ну и завершающим этапом будет нанесение пыли при помощи пигментов. И обратите внимание, на корме башни я разместила траки. Так танкисты пытались защитить свои машины от кумулятивных снарядов от ручных гранатометов. А вот тут я прорисовываю смотровые приборы, и делаю я это смесью голубой акриловой краски и сине-зеленой. И вот такая у меня получилась модель. Так что вам выбирать, звезда или трумпетер. А я предпочитаю, наверное, все-таки звезду. А также я хотела сказать, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, я это очень люблю. И до новых встреч. Пока-пока.